Я люблю оправдывать людей, если они совершают ошибки, то я обычно стараюсь найти причину, почему они это сделали. И в глубине души уверен, что все люди хорошие. Просто им нужно помочь найти в себе хорошего человека. Сейчас звук найду. Крейзи абсолютно. Расширение сознания — это основной смысл существования. Вот люди задаются вопросами, в чем смысл жизни, а смысл как раз вот в этом. Soy Ana Grab. Para usted. Vamos a bailar. Какой-то скучный присед, надо что-нибудь повеселее. По-моему, моя первая кассета была «Король Лев». Элтон Джон писал музыку для этого мультфильма. И моя первая кассета была «Король Лев». А первый диск был группа Smashing Pumpkins. Я его купила, потому что это была любимая группа у Элайджа Вуда. А Элайджа Вуд играл Фродо в «Властелине колец». А я очень любила «Властелин колец». Человек, он тянется к прекрасному вне зависимости от того, где он живет. И поскольку в нашем городе не так много прекрасного, возможно, это является причиной того, что многие люди занимаются музыкой. Чтобы Вселенная послала нам благодать, нужно принести ей жертву или ублажить ее. И поэтому первая заварка чайная отдается чайному богу. У всех обычно нормальный, типа Будда или еще что-то такое. А у меня ежик.
Вообще чайная церемония — это настоящая магия. Поскольку я люблю магию, поэтому я люблю и чайные церемонии. Это намного круче, чем бухать вино, например. Хотя вино — это тоже хорошо. Наверное, тексты писать для меня — это самая нелюбимая работа, потому что музыку написать гораздо проще. А текст нужен для того, чтобы придать композиции какой-то законченный вид. И бывает сложно подобрать нужную ритмичность слов, чтобы они ложились на нужный мотив к определенной песне. Ну, не знаю, как-то получается. Ну, иногда садишься, ничего не получается. Иногда самый действенный метод для меня, наверное, это просто напевать что-то в трек без слов на каком-то несуществующем языке, а потом уже вот это вот переслушивать и подбирать туда слова. Это более естественный способ. У Анны Граб очень таинственная музыка, грустная. Можно сравнить, наверное, с творчеством Тома Йорка. В плане уныния очень, даже чересчур много уныния. Наверное, мне хотелось бы от этого избавиться. И иногда, конечно, такую музыку приятно послушать, но все время пребывать в таких настроениях не очень классная тема. Серый воробей на ветке сидит, серыми глазами на меня глядит. Серые улицы, серые дома, серой стала я сама. Радиоаэробика — это очень светлая группа. Музыка для того, чтобы поднимать настроение, для того, чтобы вселять в людей какие-то положительные эмоции. Я бы еще даже сказала, что это музыка оздоравливающая. Потому что если какое-то очень плохое настроение, включаешь радиоаэробику, и вроде все не так плохо. Вот есть еще такой маленький пупсик. Он у меня появился, наверное, 2 года назад. Он очень прикольный, несмотря на размер. Так, сейчас будет. Я как-то считала все проекты, в которых принимала участие, и их набралось около 20. Я не являюсь приверженцем какого-то конкретного жанра. Все, что мне в голову придет, я могу делать. Хочу электронную музыку, хочу гитары, хочу эмбиент, пожалуйста, могу делать эмбиент. Хочу поп-музыку делать, пожалуйста, танцевальную, пожалуйста. Для какой-нибудь нойз-группы находка. Может, надо в «Очень слепом тигре» на нем играть. Это, короче, самый первый трек, который я написала в Ableton. И, в принципе, первый трек, который когда-либо мной был написан в специальной программе для этого. Трек Magic. И он получился настолько странно успешный, что на него решили даже снять клип и назвать альбом в его честь. Раньше я
такими программами не пользовалась. Сначала я это сделала в программе звукозаписи в виндовой. Там были такие эффекты, как эхо и реверс. И при помощи этих эффектов и также наложения друг на друга нескольких дорожек мне удавалось записывать треки. Вот. И из этих треков состоял мой первый альбом. Мои первые 4 альбома, они все были в каком-то смысле аналоговыми, потому что там был только материал, который был записан на микрофон. Или в наушники я пела или играла на чем-то. Бывало так, что я просто засовывала наушники под крышку пианино и играла что-то на нем. И вот там с этим ужасным качеством звука потом дальше работала. Накладывала сверху вокал, какие-то эхо, там многоголосие. Короче, очень странный подход. Может быть, из-за этого музыка была более живой, чем сейчас. Надо что-нибудь из старья сыграть. Подход, который я использую при написании моих треков, это точно такой же подход, который используют люди, когда создают коллажи. Я не знаю, мне кажется, что далеко не всегда получаются удачные коллажи, но некоторые ничего. Я думаю, что в моей музыке слишком много каких-то ненужных деталей. Она должна быть проще. Чем больше грязи, тем лучше. И вот в моей музыке сейчас грязи недостаточно. Нужно, чтобы было ее больше. Я думаю, как бы это сделать органично, чтобы при этом она не звучала просто как куча мусора. Хотя она и так, может быть, звучит как куча мусора, просто не такого грязного. У меня был один период, когда я гитару вообще хейтила. То есть только синтезаторы. А потом у меня резко этот период закончился. На ней я играю в моей рок-банде «Очень слепой тигр». Точнее, не в рок-банде, а в Emo Violence банде. Раньше безумно вдохновляли 80-е, потому что очень нравилась музыка диско. Мне казалось, что вот это реально музыка с душой. То есть, когда ее слушаешь, прям до мурашек пробирает.
так развивается, пока вот такая фаза. Просто тебе твоя подруга рассказывает о своих там, мужчинах. Саша, Я вообще нашел думаю... с кем разговаривать про френдзону. С Наташей вообще по барабану эта тема. О, лошадка пришла. Наверное, пару месяцев назад я решила попробовать. Но хотела всю жизнь. Потому что всю жизнь обожаю лошадей. Сложно выпрямить одновременно плечи, убрать прогиб. Начинающая наездница. Ну, классно. Кони очень чуткие, они улавливают мое настроение и ведут себя соответствующим образом. Если я прихожу на тренировку в гармоничном настроении, спокойно, то конь ведет себя точно так же. А если у меня очень много мыслей в голове крутится и какая-то нервозность присутствует, то и лошадь начинает не слушаться. Я вот интроверт, и я всегда погружена внутрь себя и воспринимаю окружающий мир изнутри. Поэтому, возможно, можно как-то и по-другому. Но я просто не знаю, как это. Я просто пробую, я, наверное, до сих пор нахожусь в поиске какого-то своего неповторимого стиля. Я считаю, что уже достаточно баловаться, потому что все мои занятия музыкой до этого времени, я считаю, можно назвать баловством. Мне кажется, это нормально, когда тебе не нравится то, что ты уже сделал, потому что развитие, оно не прекращается ни на секунду. И то, что ты сделал день назад, сегодня кажется уже недостаточно совершенным, потому что ты можешь делать это лучше. И хочется уже сделать что-то серьезное. Серьезный проект с реально классной музыкой и успешный в коммерческом смысле. Я хочу поездить по фестивалям, попутешествовать, позарабатывать денег в конце концов. Но музыка — это не единственная вещь, которая приносит что-то хорошее в нашу жизнь. Я вот для себя, например, еще открыла массаж. То есть, на самом деле, вот для меня массаж, он от музыки не сильно отличается. Это тоже творческий процесс. Не повторять какие-то заученные движения, а все время делать массаж, как будто бы ты делаешь его в первый раз. И нужно попытаться поймать это состояние и двигаться в нем. Прочувствовать вот этот творческий момент, оказаться внутри этого процесса. И я делаю то, что подсказывает мне Вселенная.
что без разницы, в каком месте ты живешь, по большому счету. Главное, обрести какое-то внутреннее состояние, что все правильно, все так. И ты находишься там, где ты должен. Я еще веду дневник и записываю туда все, что со мной происходит. Свои мысли, отношения к ситуации, которые на данный момент в моей жизни присутствуют. Когда ты перечитываешь то, что было раньше, тебе это кажется таким отвратительным. Типа, как я могла раньше так думать? Что это за бред я тут несу? Вот я, например, сегодня говорю в интервью одни вещи, а завтра я уже, может быть, буду думать совершенно по-другому. Абсолютно противоположные. Мьюз или Radiohead? Конечно, Radiohead. My plug-in baby crucifies my enemies when it's tired of giving. My plug-in baby and I'm broken virgin realities. It's tired of living. The cruelty making me cry. Your coldness is killing me. Is killing me. I don't know how to behave. I can just be young.